Если вы чего-то не знаете, надо взять в словари и посмотреть. А только после этого морочить голову населению. А вы ему даете вот эту непроваренную кашу, наполненную невежеством. Почему вы позволяете себе нести невежество в массы? Вот чем вы занимаетесь. А вы им даете вот эту вонючую похлебку, которую вы варите неизвестно из чего. Ну, хватит. Сегодня почитаем сборник стихов XVIII-XIX века, в котором отражена, на мой взгляд, альтернативная реальность. Ну или реальная реальность, а то, что мы сейчас знаем о прошлом, придуманное прошлое. Итак, песнь, название вот такое длинное, это что-то вроде оды или хвалебные песни Екатерины Алексеевны, написанная студентом Верещагиным. Прочитаем последовательность монархов до Екатерины, которые счел упомянуть Верещагин. Написано в 1775 году. Кто, может, не знает последовательность монархов, официально была вот такая. На суше, на зыбях бездонные пучины, изображены зря дела Екатерины. Воспламени в себе сердечные муза жар, превысь сама себя, превысь свой слабый дар. Но чтоб мы до сего достичь могли добра, то промысл с высоты нам не спаслал Петра. Петра орудие свое войны и мира, как в древности собой возлюбленного Кира. Однако Бог, крепя с Россией свой завет, отер слез токи ей прослав Елизавет, наследницу даров отеческих и виду, Минерву в тишине в войне Семирамиду. Для поздних в то времен сей век хранит теперь, сколь мы вознесены через Петрову черь. Так вышнего рука взнесла Петрова племя, от рода в род его благословляя семя. Цветет, растет его, и зреет красный плод, и тенью своей покоит роский род. Усердный к небесам от уст возносит глаз, благословите дни, вославившие нас, исполните даров своих Екатерину, счастливы ею мы, счастливы ею выну. В отчаянии одни от тяжких стонут ран. Что в новом бытии поют Екатерину, восстание свое высокую судьбину, возникнут и еще и Павла воспоют, в Наталии себе палладу обретут. Почему Верещагин выбрал именно такую последовательность монархов, ведомо, наверное, только самому Верещагину. Здесь я хочу добавить, что я ни в коем случае не хочу переписывать историю и принижать заслуги монархов, которых забыл упомянуть Верещагин. Я лишь читаю старую книгу и обращаю ваше внимание на некоторые интересные моменты. Если у вас есть версии, поделитесь ими в комментариях. Читаем дальше. Тот век уже прошел и в вечности погряз, в которой досягал альпийских гор Кавказ. Где Кавказ и где Альпы, думаю, все знают. И тут явно написано, что когда-то Кавказ досягал Альпийских гор. Куда потом делись горы, неизвестно. Наверное, водно-ветровая эрозия. А вот фрагмент дальше описывает необычное оружие. Не числить ныне войск сгущенными толпами, вооруженными наукою руками, усугубляя весь в металлах и удар, сильнее молнии разят, родив пожар. Давайте на этом фрагменте остановимся подробнее. Усугублять. Увеличивать, усиливать, делать большим по силе или степени проявления чего-либо. То есть в этом фрагменте Верещагин пишет, что с помощью достижений науки появилась технология, позволяющая увеличивать вес металла, и в результате образуется удар, сильнее молнии, который вызывает пожар. Конечно, все можно списать на аллегорию, что, мол, были такие пушки, которые стреляли ядрами, завернутыми в лапти, и эти лапти, возгораясь, давали сильный пожар. Что же это было за оружие, неизвестно. Давайте посмотрим на картину «Чесменский бой». Свои мысли пишите в комментариях. Вот, кстати, еще о странном оружии. Ода на день рождения Екатерины, 1782 год. Перуны долго отлагала, жалея кровь она пролить, и он их кротостью желала от злых советов отвратить. Вы все услышали правильно. Воевали перунами. Читаем дальше. Взлетели доблестные герои, услышав и богинин глаз. Текут, стремятся наши вои, ни зной не держит их ни мраз. Сердцами ревность их владеет, и страх коснуться им не смеет. Пылают средь идти врагов,
Уж сильные полки российские промчались в поля фракийские, и Афрских флот достиг берегов. А в этом фрагменте описывается, что Афрский флот достиг берегов. Этот фрагмент я уже вставлял в старое видео, и там мнение разделилось. Кто-то писал, что это Африканский флот достиг берегов. Кто-то писал, что это был русский флот, который по месту базирования назывался Афрский, как, например, Балтийский или Черноморский. Я думаю, это как раз та запретная тема, кто же жил в Африке до середины XIX века. На старых картах мы можем видеть город Ходен, на месте которого сейчас глаз Сахары. Были также в Африке города Гарион и Ласлитем. На их месте сейчас круглые воронки. Если вбить названия городов в переводчик и предложить системе определить язык, то вот какой результат. Гарион – английский, Ходен – германский, Ласлитем – английский. То есть, судя по названиям городов, в Африке жили европейцы. Другое стихотворение. «Коли рос, ведя войну кроваву, громил врагов из медных жерл, своих перунов громкую славу он не тобой ли приобрел?» Здесь тоже некое оружие, состоящее из медных жерл, называется перуны. Читаем дальше. Автор произведения князь Алексей Голицын. Ода Александру Первому, 1801 год. Ода. На понт голубом блестящем прекрасный столб в огне стоит. Золотым крестом в руке держащим великий Невский князь сидит. Нетленную книгу роз читает, божественно чело сияет. И с радостным глядит лицом царей достойных вечной славы, венчает лики и уставы и в тверди озарил лучом. В этом произведении автор называет Александра Невским. Почему, нам неведомо. Последовательность монархов далее. Явил на небе Иоанна, из понта перстом показав, на трон Романова избрано. Явил Петра на облаках. К Петру он очи обращенный, се рек ему слова священны. О, ты что, славой и красотой Россию вечно одарил, к наукам, к чести и к покою народ трудами обратил. Тебя Творец благословляет, взгляни, народ бессмертный твой. Он вечной славой дочь венчает, и слава звучную трубой. Ее победа возвещала и дальним царством прославляла. Достойную Елизаветы вот здесь жил рос средь райска крина. Когда была Екатерина, ее великой прозвал свет. И вот еще фрагмент. «И се прорек, и в тверди скрылея огонь мелькнул на облаках. Народ с весельем удивился, зря лик монарха в небесах. С Елизаветою сияет, он мать любезно утешает. Ура!» – вскричали се монарх. Он будет Петр, Екатерина, Марии всех утех причина. Всем бедным друг, а гордым враг. Здесь я также хочу добавить, что я ни в коем случае не хочу переписывать историю и принижать заслуги монархов, которых забыл упомянуть Голицын. Я лишь читаю старые произведения и обращаю ваше внимание на некоторые интересные моменты. Если у вас есть версии, поделитесь ими в комментариях. Следующее произведение – «Ода на истребление врагов и изгнание их из пределов любезного Отечества», 1813 год. Цензор, доктор и профессор Василий Котельницкий. Я вижу страшного дракона, парящего в огнистой мгле. На нем железная корона, смерть ужас носит на челе. В чреслах он тартар весь вмещает, ревет и пламя зарыгает. Крылами в воздух он мрачит, в стремлении неизмеримом. Клубяся в искрах с черным дымом, на полночь с запада парит. Чтобы Наполеона сравнивали с драконом, вижу такое впервые. Так гневом, яростью горящий, сын адской тьмы Наполеон, идешь с десницею грозящей, и мнить России даже закон. В ея вторгается пределы, коварство, яд и лести стрелы. От смрадных уст его летят, им грады весь разорились, им храмы Божьи осквернились, все бедства вслед за ним спешат. Но что я вижу? Дух крылатый летит на рдяных облаках, блестит броня и шлем пернатый, перун и огонь в его руках. Он их в дракона злобы мещет, кичливый сонный его трепещет. Низвержен с гор стремглав упал,
И в ярости своей безмерной, в кипящей адской бездной серной, добычей лютой смерти стал. Где ж адски скрылись исполины, мечтавши стать наверх небес? Где ж мнимые полки-орлины, производители чудес? Как мгла исчезли легионы, вдали остатков слышны стоны, как прах вас всех развеял рос. Но где ваш вождь покрыт кровями, как робкий зверь бежит лесами? Где ты, техчивший всех колосс? Не ты ль возмнил себя прославить подрывом всех кремлевских стен? На камне камня не оставить. Твой злобный дух был устремлен, подвел подкопы неприметные. Но что ж, твои все ковы тщетны. Ты жег Москву, оставил смрад, но целые древности почтенны. Не все тобою сокрушены. Не ты ли новый Герострат? Кремлевые стены знамениты. Тебе ль их колебать? Они кровьми дворян омыты. На них священная печать. Блаженство нашего и славы. Кровьми начертаны уставы. Любви и верности к царям. Москва, как феникс, обновится. Из пепла в блеске возродится, главу возвысит к облакам. В произведении дальше описывается, что победили, изгнали. Автор Павел Г. Кутузов. Кстати, выложу эти страницы в Telegram. Кому интересно, смотрите, читайте. Вот, в принципе, и все на сегодня. Думаю, было интересно. Пишите, про что хотите увидеть видео. До новых встреч, пока.